Приветствую на своем канале «Простой разговор». Продолжим наши вопросы задавать искусственному интеллекту и получать полноценные ответы. Сегодня у нас вопрос, касающийся космоса. Планета Меркурий – самая быстрая планета? Охарактеризуй, какие особенности есть у планеты. Вот такой вопрос искусственному интеллекту. Так, искусственный интеллект отвечает. Я вам это продиктую. Меркурий – это самая быстрая планета, отвечает искусственный интеллект. В нашей Солнечной системе она движется по своей орбите вокруг Солнца со средней скоростью около 47,87 километров в секунду, почти 172 тысячи километров в час, что значительно превосходит скорость любой другой планеты. И именно поэтому год на Меркурии самый короткий, всего 88 земных суток. Это примерно 3 месяца по-нашему, по-земному. Значит, по-нашему, по-земному, год из 12 месяцев, вот в нашем земном году Меркурий делает 4 оборота по своей оси, 4 раза. Так, дальше. Основные особенности Меркурия. Это планета земной группы, обладает множеством уникальных и экстремальных характеристик. Близость к Солнцу – самая близкая планета. Среднее расстояние от Солнца составляет около 58 миллионов километров, примерно 0,39, это по меркам, по космическим меркам. По размеру самая маленькая планета в нашей Солнечной системе. Меркурий меньше Земли, примерно в 2,6 раза по радиусу и лишь немногим больше Луны. Нашей Луны чуть больше. Поверхность Меркурия. Поверхность вся в кратерах, похожа на Луну. Вот как на Луне мы видим кратеры, вот там же и на Меркурии очень большие кратеры. Поверхность изрыта ударными кратерами от метеоритов, так как у планеты нет плотной атмосферы для защиты. Самый большой кратер – бассейн Каларис, диаметр который составляет 1550 километров. Представляете? Самый большой кратер диаметром 1550 километров. Это ой-ой-ой, ого-го. Экстремальные температуры на планете. Огромные перепады температуры. Из-за отсутствия атмосферы Меркурий не может удерживать тепло. Днем температура на солнечной стороне достигает плюс 430 градусов Цельсия, а ночью падает до минуса 180 градусов Цельсия. Это самые резкие перепады в Солнечной системе. Вращение, медленный день, быстрый год. Планета вращается вокруг своей оси очень-очень медленно. В сутки один оборот длится 59 земных суток. Одно вращение Меркурия по нашим земным меркам это 59 земных суток. Представляете? Из-за этого полный цикл смены дня и ночи занимает целых 176 земных суток, то есть 2 меркурианских года. Атмосфера чрезвычайно разреженная, то есть экзосфера. Вместо плотной атмосферы у Меркурия есть экзосфера. Это очень тонкий слой газа,
водород, гелий, то есть кислород, натрий, калий присутствует, который постоянно уносится солнечным ветром. В космос уносится, это все сдувается. Ядро необычайно крупное, железное. Полагают, что Меркурий обладает огромным железным ядром, которое составляет около 3 или 4 его диаметра, примерно как Луна. Это делает планету очень плотной. Магнитное поле присутствует, но очень слабое, существенно слабое. Напряженность магнитного поля Меркурия составляет всего около 0,01 от земного. У Меркурия нет естественных спутников, то есть спутников отсутствуют спутники. Так, следующий вопрос. Что такое разряженная атмосфера, которая присутствует на планете Меркурий? На что ответил искусственный интеллект. Разряженная атмосфера – это газовая оболочка планеты или другого небесного тела, которая отличается чрезвычайно низкой плотностью и давлением по сравнению с земной атмосферой. В такой атмосфере молекулы газов находятся на очень большом расстоянии друг от друга и сталкиваются между собой крайне редко. Главные особенности разряженной атмосферы – минимум вещества. Если в 1 кубическом сантиметре воздуха у поверхности Земли содержится около 2,5 молекул газов, то в сильно разряженной атмосфере, например, на Марсе или в верхних слоях земной атмосферы, это число падает в миллионы и миллиарды раз. Отсутствие защиты. Плотная атмосфера работает как щит. Разряженная оболочка не способна эффективно защитить поверхность тела от космической радиации, ультрафиолетовых лучей Солнца и падения метеоритов. Они просто не успевают в ней сгорать. Метеориты, которые падают на Землю, они при падении сгорают во внешнем слое атмосферы и падают уже маленькие осколки. А на Меркурии это отсутствует. Отсутствует плотность атмосферы, и поэтому они не успевают сгорать, падают практически огромные валуны метеоритные, большие осколки. Неспособность удерживать тепло. Газы, особенно парниковые, такие как углекислый газ или водяной пар, удерживают тепло. В разряженной атмосфере теплу не за что зацепиться. Именно поэтому космические тела с такой оболочкой остывают до критических температур, как только Солнце заходит за горизонт. Примеры в Солнечной системе. Разряженная атмосфера бывает разной степени пустоты. Например, атмосфера Марса умеренно разряжена. Ее давление у поверхности примерно в 160 раз меньше земного, всего около 0,6% от нашего. Она почти полностью состоит из углекислого газа, но из-за ее крайней разряженности на Марсе не возникает мощного парникового эффекта, как на Венере. Жизнь в нашем понимании так невозможна без скафандра. Кровь человека при таком давлении закипела бы при температуре тела. Экзосфера Меркурия и Луны предельно разряженная.
У этих тел плотной атмосферы нет вообще. Их газовая оболочка настолько тонкая, что ученые называют ее экзосферой. Вот что на Луне, что и на планете Меркурий. Концентрация частиц там практически неотличима от космического вакуума. Газы, например, натрий, калий, гелий, здесь удерживаются временно. Они выбиваются из поверхности планеты солнечным ветром и ударами микрометеоритов, а затем быстро улетучиваются в открытый космос. Верхние слои атмосферы Земли определенного по космическим меркам граница космоса, наша собственная атмосфера тоже становится чрезвычайно разреженной. И именно в этих слоях атмосфера тоже становится чрезвычайно... Именно в этих слоях летает Международная космическая станция МКС. Воздуха там так мало, что он практически не создает сопротивления для полета, хотя его редкие молекулы все равно постепенно тормозят станцию, из-за чего ее орбиту приходится периодически приподнимать. На этом я завершаю свой небольшой познавательный рассказ и ответ искусственного интеллекта. Подписывайтесь, если любите развивать свой мозг. Ставьте лайки, пишите комментарии. А какие вопросы хотели бы вы задать искусственному интеллекту? Всем пока! Там, где солнце плывет в тишине, планеты кружат в звездном танце, и время застыло в пространстве, лишь свет, вечный свет.